the Hoople. Путь к славе Мод the Hoople был весьма тернистым. С первыми 4 альбомами группа не добилась особого успеха и так и не определилась до конца, в каком стиле ей играть, метаясь между хард-роком, глэмом и блюз-роком. Тем не менее, в среде музыкантов многие отмечали профессионализм команды, а также талант и харизму лидера Иэна Хантера. Группа была сформирована в Херефорде в Англии. Ее основателями стали бас-гитарист Питер Оверенд Уотс и барабанщик Дейл Баффин Гриффин. А в 1968-м к ним присоединились гитарист Мик Ральфс, органист Вернон Аллен и вокалист Стэн Типпинс. Группа носила название «Тишина». И все музыканты так или иначе были знакомы, выступая в местных конкурирующих бэндах. Уотс как-то познакомился с группой Free и впечатлил тогда их менеджера Гая Стивенса. Пит рассказал о своем знакомстве Ральфсу, и тот сразу же отправился в Лондон, захватив демопленки. Послушав записи, Гай выразил одобрение, но предложил сменить вокалиста. Заодно он предложил новое название группы – Мод the Hoople, взятое из только что прочитанного им романа Уилларда Мануса. После непродолжительных поисков новый фронтмен был обнаружен. Им стал Ян Хантер, уже успевший поднатореть на музыкальных подмостках. Прорепетировав пару недель, команда отправилась в студию Island Records записывать альбом. Пластинка вышла с простым именем и сразу же отразила проблему, стоящую перед коллективом. Будучи драйвовой хард-роковой командой на сцене, в студии музыканты теряли весь свой азарт. В результате альбом продавался отвратительно, а в то же время концерты проходили с большим успехом. Гай Стивенс предложил выйти из сложившейся ситуации, записав студийник по типу концертника. Основная задача состояла в том, чтобы передать эту энергетику и возбуждение на виниловом диске. Затею осуществили, но итог оказался плачевным, и Хантер назвал этот альбом самым отвратительным альбомом группы. Музыканты были разочарованы сотрудничеством со Стивенсом и свой третий лонгплей взялись продюсировать сами. Музыка на альбоме стала поспокойнее, и местами между роковыми рифами проскакивали элементы кантри. В поддержку пластинки организовали глобальное европейское турне, но продажи оставались минимальными. И из-за отсутствия средств планируемые американские гастроли вообще пришлось отменить. Стивенс вернулся в продюсерское кресло и вновь стал пропихивать идею записи концерта в студии. После сессий нового альбома группа отправилась в Америку, где с продюсером Джорджем Мортоном попробовала записать коммерческий сингл. Успех пришел незамедлительно, и группа появилась в передаче Top of the Pops. Но на продажах альбома это никак не отразилось.
Подпитываемая немного концертной деятельностью, команда не получила ни фунта от своих релизов. Island Records потеряла к группе всякий интерес, да и сами музыканты начали искать себе другие занятия. В жизни каждой неудачливой команды наступает момент, когда ей просто пора на покой. Час Motley Crue пробил после концерта в Цюрихе 26 марта 1972 года. Во время концерта в ночном клубе деморализованные рокеры подрались прямо на сцене и решили разойтись. По приезду в Лондон басист Оверенд Уотс позвонил Дэвиду Боуи в надежде найти работу. И оказалось, что Боуи был их поклонником, и он был против их распада. И поэтому предложил команде записать песню. И это стало переломным моментом в истории группы. Вот что об этом говорит Гриффин. Мы собрались в крошечном офисе. Дэвид просто сел и сыграл нам эту песню на акустической гитаре. И у нас аж челюсти поотвисали. С чего бы это кто-то взял да и подарил нам хит? То, что это хит, было очевидно. Он предложил нам несколько раз сыграть эту песню, чтобы прочувствовать ее, что мы и сделали. На следующий день Верден Аллен и я записали бэк-треки. Боуи работал над короткими партиями бэк-вокала. Все шло очень быстро. Он четко знал, что хотел. Мы и представить не могли, что можем так звучать. Он накладывал разные фишки. Нам казалось, процесс будет трудоемким, торжественным и серьезным. А на деле вышло наоборот. Легко и просто. На тот момент Боуи уже был суперзвездой. Его предыдущий альбом 1971 года критики встретили очень благосклонно, и с этой стороны Motley Crue было нечего бояться. Дэвид всем руководил сам, и именно благодаря ему звучание получилось таким интересным. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Записав стопроцентный хит, они перешли к созданию соответствующего альбома. Работая в студии, они рассчитывали, что Боуи и дальше будет дарить им материал. Но не тут-то было. «Помню, был я как-то в репетиционной», — рассказывает Хантер. И вдруг вошел Дейл. Он не собирался ограничиваться одной песней. Мы ему их все сыграли. А потом он сказал: «Ну, знаете, вам больше ничего и не нужно, кроме сладкой Джейн». Этот опус Velvet Underground Лу Рида. Эту музыку слушали сами Мот вместе или поодиночке. Рида, еще одного героя-страдальца, попавшего под опеку Боуи, про них, кстати, есть ролик на канале, притащили в репетиционную, чтобы он послушал демо. По словам Хантера, симпатии не было. В их версии песню некоторое время везде крутили, и автор был очевидно обеспокоен ее новым, более ритмичным толкованием, нежели его собственное. Триумф придал музыкантам уверенности в себе, и следующий альбом подарил поклонникам калейдоскоп песен. Последовали европейские и американские туры, во время которого в Америке на разогреве у них выступают Aerosmith, а в Британии Queen.
Однако, недовольный поворотом в сторону глэма, после этих гастролей ушел Аллен. А после этого его, к примеру, последовал Ральф, подавшийся в Bad Company. Новым клавишником стал Морган Фишер, а на гитару пригласили Лютера Гросвеннера. Их появление привело к коммерческому успеху. Альбом The Hoople попал в чарты по обе стороны Атлантики. Вместе с тем, отношения в коллективе стали напряженнее, особенно между Хантером и Гросвеннером, у которых дело доходило даже до потасовок прямо на сцене. В результате пришлось Лютера выгнать, а его место занял Мик Ронсон. И эта конфигурация успела записать лишь один концертник, после чего Хантер и Ронсон заявили о своем уходе, и группа, по сути, прекратила существование. Однако Фишер, Уотс и Гриффин решили не сжигать мосты и пожелали оставить название мод для записи альбома. В качестве вокалиста на пластинке выступил Найджел Бенджамин. Релиз получился посредственным и не достиг высот предыдущих релизов. Еще худшие результаты показал следующий альбом, который не попал даже в топ-50 и получил массу негативных отзывов от критиков. К концу 70-х британцы и вовсе меняют название на «Британские львы», отходят от глэм-рока и вновь меняют вокалиста. Голосом группы теперь становится Джон Фидлер. Материал на релизах становится крепче, но время коллектива безвозвратно ушло. И следующие альбомы практически не привлекают внимания слушателей. После этого группа распадается. Но Хантер с Ронсоном еще выступали вместе на протяжении многих лет, вплоть до смерти последнего в 1993 году. В октябре 2009-го оставшиеся в живых музыканты воссоединились в рамках концертов в лондонском зале Hammersmith Apollo. Уотса, Ральфа, Алана, Хантера и Гриффина с Мартином Чемберсом из Pretenders за ударными из-за болезни Альцгеймера у последнего ожидал теплый прием, увековеченный в документальном фильме 2011 года. После чего музыканты еще несколько раз объединялись для различных концертов. Но для большинства меломанов, не слишком повернутых на глэм-роке, британский коллектив Mod The Hoople — это все-таки группа одного сингла. Они были очень энергичными, а в чем-то даже ненасытными, и, возможно, им просто не хватило удачи.